Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Сейчас мы в таверне Последний Свет, еще не заходили внутрь, чем я вообще-то сейчас и займусь. Почему бы и да. Шкаф. Масло алоэ, прикольно. Это не важно. Злобный заглот. Неужели это злобный заглот? Не могу поверить. Его территория простиралась от чаще острых клыков до укрытого леса. Понадобилась целая армия, чтобы выгнать его оттуда. Как он тут оказался? Да, я фиг знает, если честно, как-то сюда принесло. Смотри, черт какой большой, капец. Вот это он огромный. Так. Гостевой журнал. Сейчас я буду читать у вас все. Ну, буквально гостевой журнал. Не важно, значит. Что ты тут кричишь? Матис, привет. Добро пожаловать в наш скромный... Погоди, ты Карлок? Многие из нас побывали в Аверна. Мы видели, как ты дралась. Это было круто. Да? Типа того. В смысле, ты лучше постарайся с дьяволами не связываться. Но если уж придется драться, то хороший удар вправо не помешает. Я видел, как ты грызла демона с 2 тычков свалила. Где ты так драться научилась? Жизнь заставила. Она мне подарков не делала, пришлось учиться отвечать ударом на удар. У меня тоже все шпынят постоянно. Хочу научиться давать сдачи. Как я вижу, башка у тебя на месте. Крепкие мозги и богий язык — это отличное подспорье в жизни. Используй их в любой драке, и, возможно, кулаками махать не понадобится. Ну, тогда купи колечко на счастье. Отличная попытка, молодец. Главное, не сдавайся, скоро будешь с крутыми перцами схемы ворочать. Ворочать схемы с перцами. Разве можно детям такое советовать? Это смешно, я не буду этого отвечать, но смешно звучит. Этот мальчишка смотрит на тебя с восторгом. Очень мило. Ты была слишком добра к этому крысенышу. Давайте второе, вроде более-менее норм. Ну, не знаю. Надеюсь, он выберется из всего этого бардака целым и невредимым. И найдет себе в городе хороший дом. Все дети этого заслуживают. Кстати, тут довольно забавный... Что такое? Прикинь, мы вообще законные стали, и Мол меня главным поставила. Тебе чего? Мне того, чтобы ты после сохранения не лагал. Вот чего мне. Если можно, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Я хотела сказать то, что если вы тут будете с Карлах и с Гейлом, то между ними тоже будет забавный диалог с Аматисом. Ну, то есть, и... Ой, с каким Гейлом? Подожди, с Уиллом, извиняюсь, с Уиллом из Карлах. И начните разговор с Матисом, тут тоже будет этот немножечко прикольный, там всякий... Короче, вы поняли. Ну, если не поняли, то просто возьмите их и проверьте. У тебя есть товар для супер особого покупателя вроде меня? Вообще-то мне нельзя об этом говорить, но у меня в загашнике есть кое-что необычное. Ключ. Как он выглядит, что он открывает, какие сокровища держит под замком. Об этом узнает счастливчик покупатель. Мол мне его дала и сказал, чтобы я не уступал его первому встречному лоху. Если бы он хоть чего-то стоил, думаешь, Мол бы тебе его отдала? Убеждение. Давай. Вот так. Ну, то есть, возможно. Блин, я ж уже все, дай сюда. А ну-ка, не сюда, его живо. Окей, давай еще раз убеждение. Мол знает, что у меня он будет больше сохранности, и ты тоже это понимаешь. 6? Да давай, вообще изи. Мне... Я это вырежу, я просто это вырежу. Это нам надо. Это нам надо.
Ни за что. Лавка моя, я отвечаю за все лавочные товары. Вот. Угу. Давай еще раз. Ты говорил, у тебя ключик есть. Да, дай его мне тогда. Тысяча! А, ну, ща, подожди. И думаю, это будет слишком дорого. А, то, ну, ты знаешь, чел, вот что я тебе хочу сказать. Блин, меня видно. Я не хочу за 1000 быть... А, да всрался мне тут ключ, я все двери сама открою, короче. Давай просто товары твои гляну. И я давно не видела таких радостных физиономий, как у тебя. Я ведь живой, да. И чему тут не радоваться? Скажи мне, чем ты тут торгуешь? Гуманоида, стрела, беру, стрелы я беру. Так, стрела убийства воробьев. Вот это прикольно. Волшебное оружие для истребления определенного вида существ. В данном случае воробьев. Стрела тяжело ранит любого воробья, в которого попадет. Бедные маленькие птички. Как бы сказать? Обычная стрела, которая попадет в воробья, типа не тяжело его ранит, да? Ну ладно. Так, рыболовочная удочка бдительности. Владельца этой удочки невозможно захватить врасплох, разве что произойдет что-нибудь неожиданное. А ну-ка, покажи мне. Так. А вот я, кстати, не знаю, это правда, что ли? Владельца этой удочки невозможно захватить врасплох. Но почему... Подожди, это... 105. А я не знаю, вдруг это правда? Да не, бред какой-то. Блин, а вдруг реально невозможно из-за... Я не знаю. Давайте купим ее. А, ну дай сюда эту удочку, короче. Слушай. Чё? Что это такое? Продам. Продам. Блин, ну подожди, я не понимаю. Вот это интересно. Я не в курсе. Ладно, что это? Акробатика, класс брони, КБ, это нам надо. Когда владелец отступает, создает блок тумана. Ну, в принципе, там не надо, мы не отступаем. Хэллоу, великан можно. Некротическое, магическое развитие, порча, воспламенение полета, невидимости можно купить. Кстати, это что? Ракушка-передатчик. Если поднести эту ракушку-передатчик к уху, слышен слабый шепот, но как ей пользоваться, не ясно. Окей. Ложка солености. Когда обладатель этой проклятой тенью утвари солит пищу, он всегда либо недосолит ее, либо пересолит, но никогда не попадет в точку. Воистину, коварство высшего уровня. Это Асталину надо подарить, чтобы он игрался потом. Правда, в команде тогда пипец. Графин почти бесконечной воды. На самом деле бесконечная вода в этом графине иногда заканчивается. Однако он непременно восстановит свои свойства на следующий день, а если нет, то еще через день уж точно. Вареный картофель. Что это за книга? Руководство Тарбелла по отвлечению внимания. Дайте прочитать. Я не хочу ее покупать, я хочу прочитать. Ладно. Ладно, я куплю, потому что мне правда интересно, что там написано. Меня разводит, я чувствую, конечно, но неважно. Давай. А ну покажи. Книгу-то. Настольная книга фокусника, заглавленная «Руководство Тарбелла по отвлечению внимания». Многочисленные заломы указывают на то, что чаще всего ее открывали на главе, как зарабатывать деньги с помощью магии. Знающие свое дело фокусник никогда не выступает за бесплатно. Нас и без того уже огульно обзывают дешевками. А ремесло наше второсортным. И ставят на вид, что настоящая магия удел беленных сединами волшебников, да, и сами эти достойные господа, когда они сходят до того, чтобы покинуть свои неприступные башни и постить на наше выступление, не могут отказать себе в удовольствии и прочитать скромным труженикам сцены лекцию о настоящем магическом искусстве. Вам, дорогой читатель, в таких случаях надлежит с улыбкой кивнуть и вежливо напомнить многомудрому гостю о том, что подлинный источник магии не посохи, гримуары или щегольские остроконечные шляпы, а годы упорного труда и приверженность своему ремеслу.
Услышав такое, собеседник непременно примется возмущаться и жестикулировать столь увлеченно, что вашему ассистенту не составит ни малейшего труда освободить карманы гостя от обременяющих их ценностей. Тем самым вы получите весомый аргумент в пользу того, сколь полезно уметь отвлечь внимание аудитории, а многомудрый волшебник в пользу того, сколь важно быть скромнее. Как мило. Угу. Это вот Карлуша. Это вот Старяну. Так, акробатика плюс, класс брони плюс. У меня КБ маленькие. Что у меня? Щелкника. Так я себе надену. Чем нет? Зачем мне? Вообще, что это за... Увеличить свою скорость и обеспечить себе свободу движения. А, кстати, щелкнуть каблуками тоже неплохо. КБ се... Почему у Старина КБ такой маленький? Туманный шаг, второй круг. Класс брони ему добавить. Но нет, подожди. Класс брони у Карлах. КБ-21. Ну, ты будешь всех расплавливать. Так, акробатика. Что у тебя? Атлетика. Подожди, атлетика. А зачем мне атлетика? Не, ну атлетика и надо. Атлетика. Акробатика, наверное, больше надо Старяну как раз. Манышек, да, на вот это тебе. Ой, как некрасиво. Так, красным покрасим вчера. Ну, уже куда не шло. Так, вот это. Так, моя лучше. Ну, в смысле, вот эти лучше тогда. Это хорошо. И тоже покрась-ка их. Ой, вот как прекрасно. Это у нас щелкнуть каблуками. Я, наверное, либо дам... Да не, никому их не буду давать, пускай висит. Пускай просто у меня они лежат, пока, может, продам, а может быть, надену потом ХЗМБ. ХЗ. А знаешь что? А ну-ка, секунду. Так, все, я проверила, я посмотрела, я кое-что хотела насчет своей сборки одежды посмотрим. Короче, все нормально, пошли дальше. Сиреневость. Суперный набор. Сила великого личи. Одноручный арбалет. Сильный, нет? Да, ну такое. Нам бы Астариану что-нибудь типа лука найти. Но я не знаю пока какого. Дело в том, что вообще, я чисто хочу проверить, нет ли у меня какого лука в сундучке. В сундучке? У меня никакого лука в сундучке, прикольно. Хорошо, неплохо. 0 луков. Это отлично. Нет. Ой, ну зато у меня есть краска драконьего генерала, просто красиво. Я сейчас как покрашу кого-нибудь. Ладно, оставлю на потом. Или покрасить. А кого? А кого покрасить, если покрасить красивой краской? Ну, блин, ну не знаю, нет, мне нравится это. А потом оставить. Карлах покрасить. Давай Карлах покрашу. Я сейчас покрашу ее, потому что могу. А кажется, что она, ну, вообще не очень. Не, красиво, правда. Да, это хорошо. Да, отлично. Красивенько, неплохо. Может, кому-то еще? А кому еще? Одна краска осталась, чем мне с ней толку? Крыло, хочешь, тебе покрасим твою одежду сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой, она же так красная, блин. Ну ладно, не так уж и плохо, да? Все не так уж плохо. Тебе сейчас покрасим тоже, потому что я могу. О, тоже неплохо, нормально, хорошо. Пошли. Вроде нормально выглядит. Да, я люблю красить, ну а что делать? Так вот. Серис. О, разговор с животными у меня. Опа-ча. Сохранюсь-ка. Смотри, кто сидит, смотри, это Мол, а это кто? А это Рафаил у нас. А я сейчас как подойду. Ты чё? Мне нравится его озвучка, жесть тоже. Ты в ловушку меня загнал, но я вообще ее брать не хотела. Калимшанские правила, милая. Тронула, ходи. Чепуха какая-то. Когда бы рыцарь не двинулся, я все равно его потеряю. Тогда пожертвуй им с пользой. Защити свою мистру или атакуй моего Цирика.
Что здесь происходит? Гляди-ка, кто пожаловала. В какой-то веке я спасла твою шкуру, ага. Теперь мы квиты. Скажи, а ты сейчас мне играешь в копейщиков? Я вот впервые. Испытание на проницательность мы провалили. Прикольно. Но я сейчас другое испытаю. Сейчас как пройду, давай сохранюсь. Что за варианты у нас? Отступай в первую очередь. Надо защищать королеву. Не стоит садиться с ним за доску. Он дьявол. Увы, ни разу в жизни в копейщиков не играла. Так, ловкость рук. Ну, это не очень. Случайно подтолкнуть доску. Так что позиция стала выгоднее для Молбар. Калимшин пал, потому что его дворяне зазнались. Надави на его короля варварка. Зачем играть в игру, которая только подражает войне, если я могу в любое время сразиться в войне с самой настоящей? Монахиня. Эта игра испытывает остроту твоего разума, взгляни на доску свежим взглядом. Что скрывает твой противник? Волшебница. Жрец, интересный вариант. Сказать, что ты не хочешь вмешиваться, помолиться своему божеству, попросить направить руку, мол, прекрасно. Он расставил хитрую ловушку, но его царик выглядит уязвимым, тебе не кажется? Короче, я вообще хотела бы попробовать ловкость рук, но я боюсь, что я ее провалю. +1. А сколько там надо-то? Ловкость рук 1. Ах. 10. Окей, 10 еще куда не шло, кстати. Опять. Давай. Not bad. Ой, случайно как-то поскользнулась-то как неудобно, господи. Боже мой. Он так смотрит, типа, ты норм? Ты в порядке? Ты серьезно? Рафаил, боже, оставили на Карлах одобрили. И как тебе такие игры? Вижу, не зря я пришел к тебе с предложением. Ты же его обдумаешь, правда? Да, господи, дайте мне заскримить красиво. Сало ушло. Какое очаровательное создание. Наливное яблочко так и просит, чтоб его сорвали. Пожалуйста, дай мне врезать этому уроду. Она жульничала, разумеется, но в том половина ее очарования. Свалил бы ты обратно в ад, а? Это смешно, ну ладно. Это правда смешно, я не буду этого отвечать, хотя хотелось бы. Ты за этим сюда явился? В игры играть? Только в одну игру. Ту, в которой ставки — это души. Впрочем, не тревожься за Мол. Разумеется, она по-прежнему обладает полной свободой воли выбрать то единственное решение, которое ей осталось. А теперь давай поговорим о тебе. Я вижу, ты хочешь меня о чем-то спросить. Proposal for you. A proposal? Предложение, если ты надеешься спить моей кровью вампире, но что подумай хорошенько, она жжет сильнее, чем выверенного виски. Слышишь? Это серьезное дело, дьявол. Мой... То есть... В общем, кто-то очень давно вырезал у меня на спине дьявольские руны. Эти руны — фрагмент договора, я хочу знать, что говорится в его полном тексте. Не играй с ним, Рафаил. Помоги ему. О, какое нетерпение. Это нечто очень важное для твоего хозяина, но что? Любовное письмо, предупреждение или, может быть, документ о праве собственности. Я мог бы рассказать тебе все неприглядные подробности. Но, конечно, сперва тебе придется что-то для меня сделать. Я подумаю, что и сообщу тебе. Сообщишь мне? Это очень важно, дьявол. Когда? Шрамы часто рассказывают такие занимательные истории. Думаю, что твоя может оказаться поистине изысканной.
Смотри, свалил. Ты чё? Гадёныш. Перестановка фигур. Вдохновение. Прикольное вдохновение. Yes, darling. Не хочешь ничего сказать по поводу вот этого, то, что только что было? Ну так, мало ли. Смотри, стрекошечка. Его Величество. Боже, его зовут Его Величество. Ого. Я киса, я не хочу тебе зла. And yet you harm me by your very presence. This is my territory, and you're in it. Это же голос Казадора. Казадор что, озвучил кота? Или мне это похоже на голос Казадора? Я тебе говорю, очень похоже. Я даже потом проверю это. Мои намерения чисты как хрусталь. Я просто любуюсь твоей красотой. I'll allow it. Сториан одобрил. А Лайзель не одобрила. Тихонько полюбоваться котом. You've had enough. Now go. Ну все, хватит тебя, теперь ходи. Живо. А Сталин снова одобрил. А Лайзель снова не одобрила. Я вижу, ты не просто красиво, еще умен и сообразителен. Не слыхал ли ты тут чего интересного? Это ты очень тонко подметила. Она мне молока обещала. И что, ты видишь тут молоко? Нет. И вот я не вижу. Жрица, мол, лгунья. Ну ты зверюга, как ты тут вообще оказался? Прокрался, как же еще. Боже, какой милашка. О, сфинксик. Сфинксик. Баркрут. А, ты сюда добралась, отлично. Что ты тут делаешь? Я чуток вперед решил пройти, проверить, нет ли там неприятных сюрпризов, и я кое-что обнаружил. Что именно? Тени, смерть, орфистов, огненных кулаков и, конечно, вот это. Все необходимое для мастерского алхимика, включая ингредиенты. Есть один рецепт, с которым мне хотелось бы повозиться. Тебе это может показаться полезным. Конечно, если ты все еще собираешься помочь Вульбрану и остальным. Да, конечно. В таком случае тебе придется по душе то, что я для тебя изготовил. Новый сорт дымного пороха. Бабахает, как обычный, но с небольшой добавочкой. Я его назвал блестящий аргумент. Он тебе пригодится, чтобы выжить в этом проклятом месте. Пригодится, если ты пойдешь в лунную башню вызволять моих сородичей. Пригодится, чтобы спасти Вульбрана. Ну, на самом деле, если честно, я и без этого вполне справлюсь, но не важно. Как свирфнеблины... Блять, как это говорится? Свирфнеблины. Как свирфнеблины ухитрились попасть в башню. Они не сами их захватили в плен. Помимо воли. Похитили эти сектанты. Попался бы кто-то из них мне в руки, ну да ладно. Раз ты это берешь на себя, мне не о чем беспокоиться. Свою работу я выполню в меру способностей, надеюсь, и ты свою тоже. Вот это надейся. Блестящий аргумент тебе пригодится, а значит, я его сделаю. Название мне нравится, а суть в чем? Не хочу портить сюрприз. У тебя тут многие надеются. Подожди, у тебя есть, может, что поторговать? Так, просто вопрос. Ой, есть. Я хочу поторговать. О, боже, стрелы, множество целей. Ох, да, это то, что нам надо. Это то, что... И Эльмитара нам надо. И Грома тоже надо. Да, это все оставим. И это. Я все беру. Кольцо привлекательности, убеждения, обман. Так, это что? Перчатки от Матона.
Испытание силы — это хорошо, это что? Вы считаетесь конструкцией, броски атаки вашего оружия получают преимущество. У вас есть устойчивость к урону от молнии. Кстати, вот это вот можно было бы дать даже какой-нибудь Карлуше условной. Или Лаэзель. Что Лаэзель? Ну у нее так-то тоже такая сила, блин. Атлетика. У нее и так... нет, атака, все правильно. У нее и так неплохие. Акробатика. А вот это, кстати, я продала. Пуп. И купила б ей на акробатику. Ну, типа, это хоть что-то. Лучше, чем у нее сейчас. Так, это что? Переноса не надо нам. Бальзам, отравление, излечить, стрела тьмы. Молнии. Ну, молнии, может быть, можно. Можно молнию оставим купить. Что еще? Дневник Парка. Он продает свой дневник, чел. Зачем? Век. Давай так. 700? Ты чё, на приколе? Куда 700? Зачем 700? Я чё? Приехали. Тяну. Мне нужна разбивающая. Ну пусть будет. Это разговор с мертвым мне не надо. Так, слепота мне тоже не надо. Хотя нет, слепоту верни. Видение невидимого не надо. Волшебное оружие. Ну, пусть будет. Защита от энергии. Мерцание. Мерцание пусть тоже лежит. Увеличение нет, мне надо. Порыв ветра пусть будет. Тьма не надо. Касание вампира. Защита от энергии. Ну, как-то так, да? Ну да, как-то так. Вот так получше. Дайте это, пожалуйста, для вот сюда. Говорю, для вот сюда. Вот так. Ага, и Астарину стрелы отдать надо. Ой, ты у нас будешь стрелять. Ой, ты у нас будешь стрелять. Ой, капец, тебе понравится. А мне-то как понравится. Особенно мне нравится стрела множество целей. Это я люблю. Можно больше стрел, множество целей. Я к тебе еще зайду. Пока. Джахира. Моя привычка сохраняться каждую секунду меня погубит. Хотя или нет. Учитывая, что здесь сохранения хранятся, как бы хранятся, а не перезаписывают предыдущие, то, в принципе, меня это наоборот спасет. Ну да ладно. Да. Заходи. Добро пожаловать. Выпей со мной. Ага, за мое здоровье, да? Сперва понюхать вино. А ну давай понюхаем сейчас. Ты чё? Угу. Что? Что-то тут нечисто у тебя. Ощущаешь слабый аромат клауфа. Травы, которая заставляет говорить правду. Джахира, понимающе улыбается тебе. Ах ты ж какая. Вкус она не портит, если тебя это смущает. Возможно, это портит мое доверие к тебе. Что тут есть, монах? Интересно, подействует ли это вообще? Выпить, отказаться, выпить вино залпом, капсом. Чародейка. Я не всегда способна контролировать свою магию. Кто знает, что случится, если я выпью это. Ну, давай ответим, как чародейка. Тебя это освежит, а меня сделает увереннее. Залпом. Я не знаю, почему это смешно звучит. Я бы, наверное, в принципе, в целом, я бы, скорее всего, как отказалась. Я думаю, и она бы отказалась. Но мне так нравится этот вариант. Я так хочу его посмотреть, вот этот выпить вино залпом. Ладно, давай. Да-да.
Восхитительный букет. Вину уже больше 100 лет. А вот насчет тебя по-прежнему не уверен. Немножко не то, неважно, и не что. Есть в тебе нечто странное, чужеродное. Ответь мне правдиво и без уверток. Паразит меняет тебя, не так ли? Чародейка. Подавить действие наркотика правды собственной врожденной магии солгать. Так. Вот это у монаха ответ вообще топ. Текущая река меняется, но остается рекой. Так и я остаюсь собой. Цитаты великих. Много чего сделала после крушения. Почему это им... Давай попробуем испытание. Подавить действие наркотика собственной магией. Солгать. А почему солгать? Ну, в принципе, мне просто... Или можно ответить правду. Только вот эту вот, типа... Да, паразит — это неспособности, которых у меня раньше не было. Он меняет меня к лучшему. Или испытание. Блин, мне нравится и то. Ну... Не знаю, пускай будет испытание. Ой, господи. Изи. Изи. Хорошо. Я поверю тебе на слова. Понадеюсь, что своему слову ты не изменишь. У меня есть все причины для недоверия. Таких, как ты, зараженных паразитами, я видела повсюду и во вратах Балдура тоже. Культ Абсолют расползается по городу. Незаметно, стремительно и с пугающей систематичностью. Мы проследили его адептов до этого старинного поселения, и тут нам преградил дорогу враг, убитый и похороненный больше века назад. О ком ты говоришь? Запомни это имя. Он возглавляет войско Абсолют. Он был поклонником Шар, собрал армию темных юстициаров прямо здесь, в подземельях. Вместе с местными друидами мы восстали против него. Убили и похоронили. Но он вернулся. Генерал Кэтрик Торм снова жив. Хуже того, он как будто перестал быть смертным. Теперь он неуязвим. Мы столкнулись с ним по дороге сюда. Он возглавлял войска Абсолют и шел на приступ врат Балдура. Я своими руками пустила стрелу ему в глаз. Он вырвал ее, как щепку. Он исцелился и напал на нас, загнул прямиком в тени. Казалось, еще немного и нам конец, но опыт учит. Как бы мрачно все не выглядело, всегда есть надежда. Пахнет цитатами Дамблдора. Это надежда ты. Я так не думаю. Я отвечу, наверное, что я так не думаю. А я думаю. Под защитой своего артефакта ты сможешь проникнуть в лунные башни, прикидываясь верной. Узнай, что делает его неуязвимым, чтобы мы могли лишить его преимущества. Как только Кэтрик останется без щита, ударит меч. Вместе мы штурмуем его башню и покончим с этой заразой. Ага. Так. Я так понимаю, самую сложную работу придется делать мне. Только ты можешь пробраться в башню. Ты рождена для этой задачи. Точнее, создана для нее. И вообще, тебе без этого никак. Если ты, конечно, хочешь исцелиться. Что ты так смотришь? Слышишь? Чтобы исцелиться, для начала надо познать болезнь. Какой бы магией Кэтрик не контролировал личинки, ее источник должен быть в лунных башнях. Капец ты. Как мне до него добраться, башни окружены тенями?
Ты не единственное наше секретное оружие. Изабель, преданная служительница Силуны, луч света во мраке. Она укрыла таверну лунным щитом. Только благодаря ему мы еще живы. Она наверху в своей комнате. Скажи, что это я тебя прислала. Она поможет тебе пройти сквозь тени. Это прекрасно, это хорошо, это очень даже отличненько. А ты хочешь еще, может, поговорить немножко? Окей, она ждет. Значит, потом поговорим с тобой. Так, что по времени? Нормально по времени. Кто говорит? Пум. О, у вас там сборище, сейчас подойду. А тут чего, тоже сборище? Мол. А ты в стратегии не промах. Мы с тобой смогли бы гору бабла срубить во вратах Балдура. Ну, Рафаэль уже предложил мне сделку, и она мне нравится куда больше, чем полагаться на тебя. Так. Так. Давайте колдунью выберем. Это самое близкое чародейки. Тут почему-то ответа нет. Он дьявол, мол. От таких покровителей лучше держаться подальше. Амбиции и предательство — это все, что тебя ждет. Да, Рафаэль дьявол, и что с того? Значит, у него хватит силы сдержать обещание. И уж точно не тебе меня учить, с кем надо заключить сделки, а с кем не стоит. О, ну ты, конечно. Сделка с Рафаэлом, как укус скорпиона, может сначала показаться безобидной, но на деле это отрава. Отрава, конечно. Тебе она по вкусу, как я посмотрю. Вы с ним явно неплохо знакомы. Я не заключала с ним сделок, он лишь пытается меня искушать. По виду у него неплохо получается. Если бы мне пришлось иметь дело с богатыми червяками в башке, я бы с кем угодно заключила сделку. Слушай, ты нас спасла, я все помню. Но стоило тебе уйти, и Зевл раскис как тряпка. Он всех наслил. Со мной так не будет. Теперь нет ни рощи, ни бабла, никто не ведет нас в город. Я не допущу, чтобы моих ребят сожрали тени. Может, я заключу сделку, а может и нет. Но это буду решать я, а не ты и не дьявол. Да, она хороша. Она, конечно, хороша. Мы хотели ей как лучше, но... Но ах. Но ах. Ты все сказала, это понимаю, что тут еще есть у нас. Сейф. Ида. Юми. Там осталась еще бутылка арабельского сухого. Поставь на барную стойку, а потом свали, оставь меня в покое. Джахира сказала, мы должны подавать выпивку, но не позволять напиваться. Это не Джахира спасла твою драную шкуру от сектантов. Тебя спас я. О, привет, Ролан. Продолжай так напиваться, волшебник, когда ничего не прочитаешь в своей книге заклинаний. Это ты. Ой, у него тоже классная озвучка, капец. Ну, Ролан, в принципе, люблю этого персонажа. Если ты явилась опять всех спасать, ты несколько поздно. Блин. Давайте выберем второе, потому что это в ее стиле больше. Ну, типа, не то, чтобы это прям плохой ответ. Она ничего такого плохого, по сути, не говорит. Просто, что ей уже надоело всех спасать, и это факт. Ей бы самой кто-то помощь оказал. Мне уже начинает надоедать постоянно прилетать к вам на помощь. Ты шутишь? Меня бы тут не было, если бы не ты. В Рощи я был готов бросить все и свалить. Но нет, у тебя были другие идеи. Кей и Лия поверили в твои бредни. Ты их убедила поиграть в героев, а теперь их больше нет.
Ты знаешь, где они? Dead for all I know. Скорее всего, погибли. Ну или сектанты заперли их в башне вместе с остальными. Если они живы, я их спасу. Нет, подожди, я не буду. Хотя, не знаю, или мне очень жаль. Давай мне, блин. Второе, третье, да, фиг знает. Да, это мне очень жаль. Sorry, won't bring them back. Твое сожаление их не вернут. You go Иди save и the спасай world. мир, или свою Or your шкуру, own или ass. чем ты там Whatever it is you занимаешься. do. I'll Я fix сам this. разберусь. Ох, ох, ох. Ролан. I don't need your help and I don't need your pity. Мне не нужна твоя помощь, и мне не нужна твоя жалость. О, да ладно тебе. Я тоже пытался господину Ролану сказать, что ему уже хватит. Он разозлился. О, Карл. Знаешь, что неприятнее всего, когда стареешь? Смотреть, как дети совершают все те же ошибки, что и ты в свое время, и знать, что ровным счетом ничего не сможешь сказать такого, чтобы их переубедить. Впрочем, Мол намного умнее, чем я была в ее возрасте. Может, она сама сообразит. Может, да, может и нет. В любом случае, она способна за себя постоять. Надеюсь, что так. Я все равно за ней присмотрю. Грозная тетушка всегда готова за тебя вступиться. Это ж не помешает, да? О, мило. Так. А ты-то что-то продаешь, может? Тут еще один ребенок был. Где он делся? А вот он. Ида. То есть она. Если это насчет Ролана, то лучше уйди. Мне очень жаль, что он так себя повел. Он как будто злится, что мы тут есть. Что он вообще нас спас. Но он вас спас. Это самое главное. А теперь мы пытаемся спасти его, чтобы он не убился до смерти. Понятно, ты пыталась о нем позаботиться. Тем хуже для него. Ты о чем? Я книжку нашла, старую, пыльную, буквы странные такие. Она волшебная, точно. Я ее Ролану хотела дать, чтобы он новые заклинания выучил. Это ж лучше, чем бухать. Он такими темпами и старые забудет. Можно я ее заберу? Это для Ролана. Отдай мне, паршивка, живо. Ладно, окей. Ты правда хочешь отдать ему эту книгу, когда он так себя повел? Ну, давай так. Ну, тогда ты забери. Мне плевать. Спасибочки. А ей? Подожди, у тебя есть что-то по... на покупку, на продажу? Торговля. Ничего интересного, поняла. Что ты мне дала за книгу такую? Агась. Путь странника. Раскрытая книга пленительно пахнет бумагой и чернилами. Как мне передать то, что где-то глубоко внутри себя считаю истиной, не требующей доказательств? Как бы мне хотелось суметь перенести во свою голову, в свое сердце. Возможно, тогда мне бы удалось поведать вам о том, что невозможно описать словами. Что дом не дом, пока ты не окажешься вдали от него. Что любовь не любовь, если она тебя не освобождает. Что небо бесконечно огромно, лишь пока ты можешь его видеть. Понятно ли я говорю? Скорее всего, нет. Но, возможно, перипатическая структура этих слов сумеет создать некий ритм, что способен в той или иной степени передать радость от ходьбы по дороге, от пути, открывающего перед тобой новую жизнь. Это хорошо. А зачем мне эта книга? О, кошель. Скомканная записка. Нам нужно увидеться. Карта готова. Зайди в мой дом и спустись в подвал. Найди башню, тебе понадобится ключ. Не трогай сундук, я серьезно. Иди прямо, не сворачивай и найдешь подпись Морф. А, это нам надо. А что это за сундучок такой? Стой рядом. Взламывай.
Да, сейчас это сломаем. Вот так. Сейф, денежки, зельица и дневник трактирчика. Защитит нас лунная дева. Я отложил встречу с Морфредом, только чтобы обнаружить, что на дом каменщиков совершили облаву и всех их забрали на допрос. Не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своего брата. Если они до него доберутся, я буду следующим. Один взгляд на мое святилище выдаст меня с головой, но я не готов и не хочу отказываться от серебряной владычицы, какую бы боль Кэтрик не обещал тем, кто не встанет под его знамена. Устойчивость к огню тут у вас у всех. Понял. Смотри, Мирхан ходит. Кольцо снежного взрыва. Когда владелец наносит урон холодом, также создает ледяную. Потому что мне это надо. Записка кривым почерком. Дневник написан старомодным почерком, но страницы его выглядят так, словно почти не состарились. Сколько еще я буду здесь торчать? Но я надеялся быть во вратах Балдура еще неделю назад, но проклятая таможня не принимает мои бумаги. Вот разозлится отец, когда об этом узнает. Городок какой-то чудной. Жители ходят, крадучись, как будто что-то прячут, а святилища лунной девы выглядят неухоженными и заброшенными. Я надеялся узнать больше о местном лорде Кэтрик Тормин, но стоит мне о нем заговорить, как местные словно с цепи срываются. Не знаю, сколько еще выдержу в этом отвратительном месте. Это место такое крутое. Окей. Сундук. Ой, это я все забираю. Ага, это мне. Куда выход? Просто выход, ладно. Вот, кстати, кольцо с изумрудом забери и серебряную этажерку тоже забери. Или этажерку забери. Загнивший банан не надо. Сюда. По времени 46, отлично, прекрасно, прекрасно. Так, пу-пу-пу. Свидетельство Орфиста, давай почитаем. Свидетельство Орфиста, господи, у меня язык заплетается, но ничего страшного. Последний бой Кэтрика Торма и избранника Шар. Дальнейший текст описывает битву между приверженцами Кэтрика Торма и магической армией Орфиста. Я не знаю, что за магическую силу темные истицары призвали в наше измерение, но если эта сила происходит из плетения, то да будет она проклята навеки. 3 дня штурмовали мы башни, 3 дня их черные стрелы косили наших бойцов, а на 3-й день, когда приспешники Кэтрика дрогнули, он сам вступил в бой. Мешок. Прекрасно. О, свиточек. Поток Чунтара. Здесь описывается богатая история реки Чантар. Рассказывается, что она протекала через полдюжины поселений, и со временем на ее берегах выросли все новые и новые. Книга рисует картину, которая не меняется уже сотню лет. Баржа скользит по оранжевой воде под ярким осенним небом, и от баржи пахнет бочковым вином, соленой свининой, будоражащими дух специями попроще, вроде розмарина, который, конечно, ароматный, но не будоражит, а на берегу бегают босоногие дети и машут ухмыляющимся потным матросом, играя среди речных камышей. Чудесная картина. Так. Ой, какая картинка красивая. Портрет женщины, смотри, прикольно выглядит. Не важно. О, это советница Флорик, тут смотри. Но мне надо сначала обыскать все, что я могу взять на продажу, или все, что я просто могу взять. Из вещей. Не важно. О, деньги. Это я возьму. Рыб, мешок, рюкзак. Еще. Серебряный там тоже побери. Так, давай, светница. Он все еще молчит, только мурлычет свою дурацкую песенку. Ничего полезного в карманах одежды. Нашли его приказ, подписан самим Элтаном. Этот парень, похоже, один из самых первых огненных кулаков. Что-то он должен знать. Давай попробуем еще, не будем пока сдаваться. Я полагаю, прохода в башне ты все еще не знаешь? Пока нет. Надеюсь, ты сделаешь все возможное, чтобы вызволить герцога. На случай, если у тебя все-таки ничего не выйдет, я отправлюсь во врата Балдура и попробую собрать подкрепление.
Совет отправил почтового голубя с весточкой, что город противостоит атакам абсолютистов. Стальная стража держится молодцом. Я попрошу, чтобы лорд Горташ выделил часть стражников нам на подмогу в лунных башнях. Им проклятие не страшно. Да это же мой прежний босс. Тот самый, что продал меня за Зариэль. Это имя тебе известно. Горташ был советником и притом довольно влиятельным, но он не лорд. Лорд Горташ, мне казалось, он был всего лишь одним из советников. Лорд Горташ, основатель и создатель Стальной Стражи. Неудивительно, что он был удостоен высокого титула. Стальная Стража — это совершенно новое слово в военном деле. Это автоматоны гандийцев, которых мы можем посылать в бой, не рискуя жизнями своих людей. До того, как мы с Рейвенгардом отправились в Алтуриэль, лорд Горташ только-только закончил работу над опытными образцами, но даже они выглядели очень впечатляюще. Я постараюсь сделать все возможное, но с хорошими шансами проклятие или сектанты прикончат меня до того, как я успею добраться до города. Так что не рассчитывай ни на меня, ни на подмогу. Объедини усилия с Джахейрой. Ее ум столь же остер, как и ее клинок. Следуй ее указаниям. Так. Сохранюсь. А ты мне ничего не хочешь дать, может быть? Maybe, probably. Вряд ли. Тут, чё? Арт-кулах. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. Вы нужны нам. Они взяли в плен великого герцога. Вы ведь офицер, вы наверняка знаете, как нам вернуть его. Мы нашли его блуждающим среди теней. Там никому долго не протянуть. Понятия не имею, как он столько продержался и откуда вообще взялся. Это не телесное недомогание, оно духовного свойства. Царство теней долго терзало разум мужчины, но все же не сумело сломить его окончательно. Я припоминаю имя Таниэль. Его назвал один мой знакомый, Хальсин. Правда? Ты можешь привести его сюда? Тебе же не помешает помощь, правда? Дай-ка я на него посмотрю. Если знаешь, как до него достучаться, вперед. Чародейство... Чародейка магия. Поискать признаки магии, которые воздействуют на бедолагу. Давай. Он провел долгие годы в царстве теней и обители Шар, где нет ни света, ни цвета. Это ужасно на него повлияло. Если не напомнить ему, кто он такой и чем он жил, его разум так и останется навеки бродить в темноте. Так. Пламень Кулах, ты понимаешь, где находишься? Если и понимает, то не говорит. Ты уже проверила его личные вещи? Вот это было у него в кармане. Сейчас он на него не реагирует, но все же он хранил это письмо целую 100 лет, как ни крути. Барт, похоже, он настроен музыкально. Надо осмотреть его, вдруг найдутся какие-то подсказки. Ты замечаешь на руках мужчины характерные мозоли. Такие появляются только после десятилетий игры на лютне. Окей. Прекрасно. Потрепанное письмо. Что там у него в кармане? Какая-то казенная бумага?
Исполнитель Арт Кулах, звание Пламень, задание собрать информацию о происходящем в лунных башнях и округе, находящихся под управлением Катрика Торма из местной династии Торм. Приказ поселиться в таверне Последний Свет и начать расследование на заставе. В донесениях говорится о коррупции, однако обвинение пока не подтверждено фактами. Замечание. Местная династия Торм – давние последователи культа Селуны, однако доходят слухи, что анклав служителей Шар начал активные действия. Расследовать и доложить. Подпись Великий Герцог Элтон. Так он был в Доме Исцеления? Интересно, что он узнал. Что такое, Карлах? Горташ, стало быть, в лорды выбился. Интересно было бы глянуть на его эту стальную стражу. Да ты уже и так все знаешь. Я была телохранительницей Горташа, преданной ему настолько, насколько это вообще возможно. И тут он заключил сделку с Зариэль. Она получила подобную крольчиху для своего адского войска. И вот такой вот человек получает титул и власть. Мы заставим его ответить за все, что он с тобой сделал, когда придем в город. Город. Я уже смакую восторг возвращения домой. Даже Горташ не сможет мне его испортить. Хорошо. Снова сохраняюсь. Нам надо пойти Хальсину, наверное, сказать. Чтобы он сюда пришел. Хальсинчик. Ты да. Ты десь тут. О, смотри. Уилл. Well, hello. Наливное яблочко так и просит, чтоб сорвали. Рафаэл нацелился заполучить душу этой девчонки. Она сделает правильный выбор. Увидишь. Ну, нет, это тоже такое. Не знаю. Я пыталась ее предупредить, но она не стала меня слушать. Да, она очень упряма. И бесстрашна, как ягненок, заскочивший в логово льва. Но Мол не глупа, несмотря на все ее честолюбивые планы. Так или иначе, она поймет, что выигрывать у Рафаэла невозможно, и выйдет из игры. Он одобрил мой ответ, кстати. А если она будет против? Когда Рафаэлу достанется другой трофей. А свою независимость, Мол, продаст преисподней. Ты видела, что бывает, стоит предпроданной душе возжелать свободы. Не могу даже вообразить, какое жестокое наказание ожидает Мол, если она вздумает пойти против этого безжалостного ублюдка. Сектанты увели твоего отца в лунные башни. Флорик это подтвердила. Тогда мы знаем, куда лежит наш путь. Все дороги сходятся в лунные башни. Мы можем доверять Флорик? Мне было 11 лет, когда советница выследила и прикончила убийцу, который покушался на отца. Мне было 13, когда она сообщила, что на Ривингтон идет отряд гоблинов, и ее разведчики спасли в тот день сотни жизней. Флорик предана моему отцу беззаветно. Она непоколебима, как сердцебиение Тира, и неприступна для любого зла, как горы мечей. Отец в лунных башнях, и мы должны его спасти. У сектантов наверняка был какой-то резон, чтобы пленить твоего отца, но какой? Они жаждут крови, власти, они жаждут захватить врата Балдура. И кто скорее отдаст им город, чем сам великий герцог Рейвенгард? Кто скорее разрушит все линии обороны, чем командир огненного кулака? Они посадят ему паразита, и защитник города станет его погибелью, если мы не сумеем этому помешать. Тогда вперед в лунные башни. Абсолют не получит великого герцога Рейвенгарда. Ни за что на свете. Никакие треклятые тени нас не остановят. Одобрил. Ну, это хорошо. Нам нужно что? Пошли. Хальсину. В последнем свете сейчас силятся выходить одного из огненных кулаков. Он пока не приходил в сознание, но в бреду бормочет что-то о мальчике по имени Таниэль. Тогда я должен его повидать, в сознании или нет, ему что-то известно. Я должен немедленно поговорить с ним. Приходи туда, когда сможешь. Так я сейчас и смогу. Вообще-то. Блин, доберемся до второго этажа сегодня или нет? Наверное, нет. Значит, это правда. Он знаком с Таниэлем. Иным путем нельзя узнать его имя. Это именно то, что нам нужно. Отлично. Нужно пробудить его. Он должен знать, где нам искать Таниэля.
Есть идеи? If he was able to escape the Shadowfell, И если ему then he удалось mustn't have спастись, managed значит to царство consume теней his поглотило spirit. его дух, по крайней мере, не Not целиком. all of it anyway. We need to Мы должны unlock пробудить whatever's то, что left of осталось him от его inside сознания. his head. Наверняка есть что-то, что послужит ключом. be Слово, something to воспоминание, trigger. предмет. A word, a memory, Это что-то an и надо item. найти. We just need to find it. Окей, я попробую что-нибудь сделать. I don't deserve you, my friend. Тебе не заслуживаю, подруга. Не, ну да ладно, я же это все-таки не только для тебя делаю. Ну ты пока тут сиди. Все, в принципе, можем пойти на второй этаж. Да, у нас есть немного времени, давайте пойдем. Пойдем. Тут пока со всеми поговоришь, ну типа, миллион лет пройдет. На втором этаже мне есть с кем? Да нет, ну тут, в принципе, только кулаки, арфисты. Арфисты, то есть. Просто арфисты. Стоп, а ну-ка сюда идем все. Чё, пусто? Да ладно, в смысле пусто? Ну и не надо. Last night's best bargain, right here. Бюст эльфа. Бюст Кэтрика Торма, каким он был прежде, когда поклонялся Селуна. Ни у кого не возникает вопросов, почему здесь вообще стоит этот бюст? Не, ну в принципе это таверна, может просто когда-то давно он тут стоял, остался с тех времен, но... ну ладно. Серьга в виде полумесяца, одиночная бронзовая серьга в виде полумесяца, символ Селуны. Амулет Селуны. Селунистское одеяние. Дневник Изабель. Я сейчас прочитаю. С тех пор, как я вернулась, во мне кроется грязь. Я чувствую ее в легких, я не могу ее вывести, она никогда не уйдет. Это смердящая во мне смерть. Есть вещи, которые не может исцелить даже лунная дева. Есть вещи, которые она никогда не примет в своих посвященных. Мне не надо было возвращаться. Окей. О! Хе-хе, я беру. Это Астариан, это все я беру. Шафран беру. Я сейчас еще, знаешь, что сделаю? Увеличение. Заклинание на увеличение. Я могу выучить этот свиток и поставить его потом себе. И я выучила. Увеличение для карлок. Карлок. А, оно на... Блять, оно на ходы. Вы получаете способность силы мысли поднимать и бросать предметы и существ до конца своего хода. Прикольно. Ну тогда ладно, пофиг. Я что-то затыкал. Ну, блин, ладно, зато я выучила его, а потом. Кто знает, может мы сейчас еще успеем. Давай, я скриню. Еще скриню. Красиво, смотри. Красиво как. Мухой подавилась, чешо. Я не заметила, что тут кто-то есть. Верно, которая всех нас спасет. Я Изабель. Рада с тобой познакомиться. Так. Тех, кто в столь тесной связи с Божественным, встречаешь редко. Я благодарю тебя, Селунитка. Отвечать этого, конечно, не буду, но оно у меня есть как факт.
Слухи разносятся быстро. Small inn. Трактир тесен. We've been waiting. Мы ждали. Hoping Надеялись, against hope. вопреки всему, For что someone like явится you. кто-то вроде тебя. Free from the Ты не absolute подвластна influence. влиянию Абсолюта, и при этом Yet можешь ходить среди able to сектантов. walk among cultists. It's Это almost так too good to be своевременно, что даже верится с трудом. true. But I'd be a poor Но я была бы cleric плохой indeed жрицей, not to если бы не avail of a распознала blessing божественных when I see чудес. one. Да я гадаю. Джахейра прислала тебя к своей любимой жрице со защитными чарами. Да, давай. Это мне. Спасибо. Мы защищены. Чудно. Благословение неохотно касается твоей порченной плоти. Ты мечтаешь лишь об одном — убить ее, уничтожить последний свет. Как же тебе этого хочется. Это даст тебе неуязвимость к слабому воздействию темного проклятия, и ты сможешь подойти ближе к башне. Этого, правда, не хватит, чтобы защитить тебя в кромешной тьме, где заклятие сильнее всего. Зато тут поможет фонарь. Ты мне его даешь? Так. Будем надеяться, что защита Силуны стоит этого тошнотворного свечения. Жрица Талоса. Я не буду это отвечать. Благодарю, а теперь мне пора. Удачи. Спасибо, спасибо. Пока ты будешь заниматься башнями, я здесь. Постой, ты слышишь? Там что-то происходит. Что? Привет, пострижися. Маркус, это ты? Что с тобой случилось? Я получил благословение, и ты тоже можешь. Пойдем со мной. Ты все услышишь своими ушами от Кэтрика. Те, кто следует по пути спокойствия, ни в чем не нуждаются. Оставь себе свои благословения. Поверь, ты не узнаешь, что такое спокойствие, пока не окажешься в объятиях Абсолют. Им нельзя доверять Маркус. Кэтрик никогда не даст тебе того, что он пообещал. Он уже дал мне. Слышь? Испытание на выносливость у меня провалено почему-то. Минус мол. Когда Изабель умрет, все священное убежище будет залито кровью. И это намного приятнее, чем захватить ее живьем. Ну нет, я не собираюсь ничего плохого делать. Мы стараемся взять себя в руки. Вдохновение, прикольно. Так, что у нас? Давай сразу на этого дурачка. А так вот, метка охотника дальше. Выбиваем у него из рук оружие. Говорю, выбиваем, говорю, оружие. Ты чё? Выбиваем оружие, еще раз говорю. Что там у тебя? Неочередная настойчивость. Это что? При промахе его все равно наносите. Он наносит 6. Ага. Темная преданность. Преимущество при испытаниях противовыражения испуга. Дополнительная атака. Звериный инстинкт. Не может быть. Ну, в принципе, пофиг. Давай еще раз. Я у него не выбила оружие, да? Давай еще разочек. Говорю, давай еще разочек. Я хочу выбить это оружие у него из рук. Не выбила, но неплохо нанесла урона. Давай так. Сюда. Стой здесь. Стариан. 45. Давай, как ты можешь... Если сюда подойти, ты сможешь больше? Да, 45. 45. Давай подготовка.
Окей. Промах. Промах. О, боже, как же он хорошо наносит. Как же ты мне нравишься, слушай. Изабель. Лайзель. Ладно. Ну, вот как-то так. Что-то они там врасплох захвачены. Прям, я прям не могу. А ну-ка, давай. Это действие тратит. Вы шо? Приехали. Какое действие? Проход. Блин, я не наложила скорохода. Ну, ладно, в принципе, давайте подождем, пока они сюда войдут. Я могу пока что наложить скороход. На себя. На Эзель. Далеко. Значит, на нее. Что еще я могу? Изверская мощь. Давай. Джахера. О, хорош, молодец. Даже Хальсин в бой вступил. Лунная дева, дай мне силы. А, это я. Ну да, это я. Как я докатилась до жизни такой. Благословение на Астариана. Я просто хочу, чтобы они зашли, а не я выходила, правда. Ну, типа, я могу? Вот так вот. Через зад вообще полетели. Прикольно, мне понравилось. Окей. Кто это? Это Хальсин внизу, которого я не могу увидеть. Ну, он там что-то ходит. Вот он, побежал. Сделаем вид, что он в невидимости был. Все. Рывок. Ой. Изабель, ты чё? Какой крит? Опомнись. Мне нельзя дать ее убить вообще никоим образом. Типа кого угодно, но не Изабель. Ну давай, иди сюда. Круговая. Не получится далековато. Ну тогда просто ударь их. Ну давай просто вот так. 85. Угу. Еще раз. Угу. Next. Это что? Это бонусная. И это бонусная. Нет, тогда вот так вот. Угу. Молодец. Путь перекрыт. Может кто-то ему открыть путь? Лазель. А, ну, вряд ли. Тогда иди сюда пока. Это кто? А, Марфист. Давай не падай только, давай не падай. Да ну, блядь, кто наложил это вообще? Хальсин? Это не я наложила, виной не я. Ничего не знаю. Ты там как, Изабель? О, молодец, исцелилась. Ой, хорошо. Далеко? Здесь? У тебя 9, у тебя 10. Давай так. И... Капец, Хальсин огромный.
Где второй? Ой, да он фиг знает где. Просто интересно, попасть ты в него, конечно же, не можешь. Ну тогда не надо. Тут еще и это. Ох, боже. Путь перекрыт. Где он стоит? Да вот же он стоит. Почему путь перекрыт? Не перекрыт, путь не ври. Еще раз говорю, давай, не перекрыт никуда. Ай, чуть-чуть бахнула током. Спасибо, Хальсинчик, еще раз. Спасибо большое, зайчика. В этом трупе есть элитийский паразит. Надо посмотреть. Не, ну я... Ой-ой-ой. Не, ну я понимаю. Ты не могла бы выйти отсюда, потому что я хотела бы все-таки... Isabel, are you all right? I'm fine. Маркус был с нами с самого начала, значит, все это время они следили за нами. Это нападение не было случайностью, Изабель. Его целью была ты. Им известно, насколько ты здесь важна. Зато о тебе они не знают. Гетрик рано или поздно нанесет новый удар, а значит, тебе следует напасть первой. Выясни, в чем источник его неуязвимости, сделай его смертным, чтобы мы могли пустить ему кровь. Мы в большей опасности, чем я думала. Если что-то случится со мной, погибнут все в этом трактире. Раз и все. Почему его мишенью стала именно ты? Выдерни нужный кирпич, и вся постройка обрушится. Силуна даровала мне силу защитить это место, но я не смогу делать это бесконечно. Такая магия опустошает. Скоро я иссохну. Без меня тут не станет ни орфистов, ни огненных кулаков. Все, кто мечтает уничтожить Гетрика, погибнут. Но теперь у нас есть ты. И, возможно, появился шанс на успех. Как мне осточертело это слышать. Когда я снесу Гетрику башку, вы все вновь будете в безопасности. Забудь о жалости. Гетрик к тебе милосердия не проявит. Покончи с этим. А ты не могла бы выйти, потому что я хочу обыскать его тело, а тут говорит, что, мол, красненьким, потому что нельзя его обыскать. А я хочу его обыскать. Который час? Вот, как раз мы должны заканчивать. Давай, обещу и закончу. Выйди, пожалуйста. Спасибо. Сейчас еще присяду. Все, взял. Встала. Отлично. Что я взяла? Латы. Переменчивое кольцо, невидимость, расплывчатость. Может быть, даже я одела. А может и нет. Дубина. Мне не надо. Ну, короче, у него полезного только этот... личинка. Ой, кому вкачать? Удача дальнего предела. Ну, тут просто слишком важные пассивки, чтобы их не вкачивать. Так, да, давайте продолжим в следующей серии, я полагаю. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.